Zombie apocalypse. Всем здорово, с вами это Неок. Сегодня у нас следующее видео по Resident Evil Village. Первое прохождение, сложность жуткая деревня, максимальная. Почему именно сразу решил, уже как в предыдущем видео говорил, в подарок получил и 7-ю и 8-ю часть от друга. И получилось так, что скорее всего, проходя 7-ю часть сначала, да, изначально прошел сначала 7-ю, потому что связанные, понятно, по сюжету и так далее. Как только зашел в 8-ю, сразу была доступна сложность, вот жуткая деревня. Игра пройдена, вот. Чтоб достоверно все было. Сегодня у нас второй ключевой момент, как по мне, в игре. Это сражение с первым боссом, мини-боссом. Это Белла. Как по мне, это один из самых сложных боссов в игре. Если не самый сложный. Почему? Потому что именно на сложности жуткая деревня дополнительно с ней спавнится два ада. Которые, такие, типа полузомбаки, да, в капюшонах с мечами. Которые там косоватые такие. Которые вы встречаете до того, как вы до нее доходите, да. Которые там в тюрьмах, вот эта вот зона, как пройти в тюрьмы, пройти вот эти камеры пыток. Вот их там в количестве так до 10 штук, по-моему, можно встретить. 7 или 8 человек, не помню сколько точно. Где-то в таком... По-моему, 8, да. В общей сложности. Плюс двое на на боссе. И учитывая то, что это жуткая деревня, хп ультра много у мобов и у боссов. То есть патроны это наше все. Экономия патронов это тоже наше все. Что как бы главное. Почему сложно? Потому что оружие, во-первых, не прокачано. Начало игры. Первый босс, вроде еще ничего не понятно. Такой. Не босс, так сказать, сложность. Одна из самых первых. Не считая атаки на жуткую... пережить атаку, да? Этих оборотней. То есть первая такая серьезная трудность после туториала. И рекомендую всем, кто будет именно на сложности жуткой деревни проходить, потому что у меня ушло, часа 2 на нее, может, чуть больше, 2,5. Рекомендую всем. Там, по-моему, уже будет к тому моменту доступны рецепты мин и самодельных бомб. Или что-то одного из этих точно будет доступно, если не все. Купить у герцога, соответственно, рецепты, сэкономить где-то ресурсы. И сделать хотя бы по одной бомбе и мини. Желательно больше. Потому что можно будет ими пользоваться. И да, скорее всего, нужно ими пользоваться. Потому что, чтобы станить, грубо говоря, этих мобов хоть на какие-то секунды. Потому что там комната для сражения очень маленькая. Вы сами в курсе. Сейчас я покажу, как я это делал. Сначала такой неудачный пул, потом будет вроде как килл. То есть сражение, в чем сложность боя, очень маленькая комната. Я по ходу буду сейчас, когда видео пойдет с хила, я свою запись со стрима я буду комментировать, что я как пытался делать, уже отточил, так скажем, траями. В принципе, я думаю, можно начинать. Сейчас покажу и расскажу все по ходу, что я делал, и что хотел сделать, и что можно было сделать по-другому. Так, поехали. 3, 2, 1. Стартуем. Итак, поехали. Катсцену пропускаем. Стекло разбиваем. Минус ставим. Но здесь неудачная попытка. Под номером сложно посчитать каким. То есть... Для демонстрации. 2 удара, все. То есть не сблокировали удар там от пацана, от нее. То есть она дала или любой пацан дал, потом она добавила, все, труп.
Этих, в принципе, можно с ножа покайтить, да? Если охота время тратить. Ну, кстати, денег сыпется много, но их в итоге потом, как забегая наперед, их не хватит, чтобы апгрейдить все ластовые именно пушки. Если до этого не грейдить промежуточные, да, может быть и хватит. Но если хотите загрейдить ластовые, именно все под максимум, то вам не хватит. Если будете грейдить первые, вторые, там промежуточные. Опять же, берем реагенты, все собираем. Пули для дробовика. 20 патронов у нас, по-моему. Если не ошибаюсь. То есть у нас 15 в запасе, плюс 5 в обойме. И, опять же, забегая наперед, все патроны с дробовика ушли. Добивали с пистолета. Пистолет, именно вот этот, он наносит не 100, а 110 урона. Он подарочный из-за именно покупного вот этого пака 7-8 части вместе. Поэтому я решил пистолет первый Леми не качать вообще. И получается так, вот здесь блокировать. Здесь вот этот момент в начале самый важный, как разрулить этих двух ребят. Это вот у меня, считаю, удалось после 2 часов траев, или там 3, я уже не помню сколько. То есть вот мы просто разрулили блок, обязательно блок. Не забываем, жмем. Опять же, бежим сюда, бежим в угол, вот она бьет серию, блок, перебежали. Может вас заблокировать немножко, ничего страшного, там влево-право. Опять бежим, вот она прыгает. Я говорю, уникальная у нее билка. Ни одна другая сестра не делает так, она не прыгает. А это вот такой ерундой страдает. Опять здесь серия ударов, блок. Побежали, немножко раненые. До красного этого фонаря, если так прикольно выразиться, аптечку вообще не стоит юзать. Опять перебежали, перезарядка. Знали, в принципе, знали, что плохие мы этот... Вот тут я думал, что я погиб, как бы после первого удара из серии, и я заблокировал и красный, я думал, что все, как бы, ну, почему-то мне повезло. Хотя в другие разы, по-моему, когда я аналогичным ну, способом действовал, я умирал. Не знаю почему, может у меня какой-то больше запас был. То есть дробовик, тут просто ну, не видно из-за вебки, а дробовик, патроны закончились у меня. На пистолет у меня еще тут были, как бы пистолета добивал. Ну, будем считать, что еще плюс мина и самодельная бомба, да? Мину я чисто в нее дал. Мина очень много дэмэджа. Ну и вот, в принципе, добили. Ну, говорю, ушло очень много траев, немножко боевого ключа. Немножко боевого ключа. Очень сложно. Как, если это брать первый босс, это если брать, вот, не знаю, босс, мини-босс. Сравнивать с 7 частью, так вообще небо и земля. Начало здесь сложное. Именно даже на сложности хардкора, вот эта вот жуткая деревня, вот эта вся история, то есть тебя кидают в начало, прям сумбурная такая тема. Непонятно, что делать, куда бежать, потом уже по ходу разбираешься. То есть, в принципе, так и здесь. Ну, вот такой видос. Такое убийство. Как говорится, с детальным анализом и разбором. В принципе, следующее шоу. Ну, следующая будет вторая сестра, это Даниэла. Но она, конечно, попроще, с виду того, что там можно постоянно за рычаг дергать, и она станется. И она не... Ну, можно в центре комнаты в библиотеке стоять, да? Бой происходит в библиотеке будет. Она не может туда, в принципе, попасть. Ну, обычным своим способом. Если вы там только к ней подойдете, ну, вплотную, она там может серию ударов, когда вас будет бить, она там немножко забежит туда, потом сразу же выбегает. И когда только эти, говорится, окна закрываются, так только она в такую форму принимает, которая она типа неуязвима, но главное рычаг постоянно нажимать, там в принципе ничем не отличается от любой другой сложности, просто
Кроме того, что у них просто хп больше. И нужно опять же прийти с патронами. Хоть какими-то. Потому что тех, что дают на арене с боссом, никогда не хватит. Именно на этой сложности. Нужно иметь хороший запас. В принципе, как-то так. Следующая, опять же, вторая сестра, потом третья. Может, еще какой-то ключевой момент найдем, который сложно именно в первом акте для прохождения. Но, по-моему, только здесь. Вот именно мини-босс и уже потом сама Димитреску. В общем, пока так. В принципе, все. Дальше будет еще. Подписывайтесь на Twitch, на YouTube, на Инсту. Лайки, дизлайки, подписки, комменты. Кому что нравится, не нравится, добавить, что отнять. В принципе, все. До следующего раза. С вами был Это Неок. Пока.